Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт. Нет конца и края скандалам, связанным с Ubisoft, в частности с грядущей японской Assassin's Creed. Давеча стало известно, что без малого половина сотрудников студии, трудящейся над Shadows, вовсе не имеет опыта в разработке компьютерных игр. Об этом лично заявил исполнительный продюсер Марк Алексис КТ. Во время пандемии я заметил, что в наших отделах набралось много новичков. Вероятно, половина команды создает игру впервые. Им приходится объяснять, что игра на релизе будет гораздо лучше, чем на стадии производства, что мы справимся, и что не надо паниковать, если им кажется, что проект в нынешнем состоянии выглядит ужаснее некуда. Уж не знаю, как им там удавалось все это время убеждать команду в успехе, но что-то звучит это вообще не воодушевляюще. А релиз-то не за горами, 14 февраля. Точно так же, уже совсем близко к выходу, подобралось третье DLC для Atomic Heart. Mundfish выкатила еще один тизер дополнения и назвала примерное окно релиза. Аддон отправит Нечаева не только в уже знакомые места, но и в совершенно новые. После Лимбо все события будут происходить только в реальном мире. Главная тема DLC — возвращение. В третьем расширении, помимо новых пушек и способностей, мы получим и новые геймплейные элементы, включая невиданные в основной игре способы взаимодействия с окружающей средой. Ждем возвращения когда-то зимой. Если вам кажется, что перед вами буквально Horizon, то вам так только кажется. Студия Polaris Quest анонсировала симулятор выживания в открытом мире Light of Materam. Как и в проекте Guerrilla Games, здешний мир пережил крушение цивилизации. Человечество откатилось глубоко взад, а нишу крупной органической животинки заняли механоиды. Мы будем исследовать пустыни, заснеженные горные вершины, густые джунгли и руины, хранящие секреты древностей. А чтобы при этом не помереть, придется добывать различные ресурсы, строить базу и приручать робо-зверушек, которых, помимо прочего, можно будет оседлать, сделать из них боевых компаньонов и красиво разукрасить. Кроме того, известно, что в игре будет доступен кооператив на 10 персон. Light of Materam выйдет в Steam и Epic Games Store. Даты нет. Коллектив Endemic Creations продолжает экспериментировать на тему «А что если?». В Plague Inc. мы должны были заразить мир неизвестной болезнью, в Rebel Inc. боролись с мятежниками, а в новинке After Inc. нам поручают дело восстановления цивилизации после нашествия оживших мертвецов. По словам разработчиков, игра сочетает стратегию, градострой, выживач и мини-4X. Действие разворачивается в Великобритании, откуда мы начнем строить цивилизацию с нуля путем отстройки поселения, исследования окружения, сбора ресурсов и расширения. И хотя мир вокруг стал утопать в зелени, где-то в руинах нас поджидает опасность. Среди особенностей выделяют тяжелые решения, множество построек для развития поселения, десяток уникальных лидеров, куча проблем внутри поселения, а еще никаких микротранзакций расходников. Все допы продают по формуле «купил один раз, играй сколько влезет». И да, игра уже доступна на iOS и Android, а в следующем году появится в раннем доступе Steam. Dead by Daylight не собирается умирать, а чтобы сохранить популярность своего творения, разработчики из Behavior Interactive продолжают регулярно подчивать игроков новыми персонажами и свежими скинчиками. Так, дополнение Doomed Curse пополнило ростер убивальщиков порцией Мэй по кличке Егерь, кое отправляется на охоту в компании своего верного пса. Блохастый умеет выслеживать, преследовать и даже хватать выживальщиков. И вот, кстати, к команде последних примкнула оккультистка Тори Кейн, способная накладывать на себя ослабляющий дебаф, дабы наделить остальных выживших способностью видеть ауру убийцы. Новичков можно опробовать на новой карте шахта на озере Армонд, находящейся в данный момент на стадии тестирования. Но это еще не все. Если вы любите временами залетать в ДБД, а по совместительству являетесь большими фанатами творчества Дюнти Ита, вы сможете обзавестись коллекцией альтернативных скинов по мотивам для уже существующих персонажей. Правда, данная плюшка появится на прилавке только с 7 января.
А вот пульс у Grayzone Warfare едва прощупывается, и тем не менее обновление Night Ops пытается реанимировать проект. Добавили цикл смены времени суток, ночью игроки могут управлять освещением областей с помощью интерактивных объектов. Для ночных операций добавлены несколько видов ПНВ, фонарики, ЛЦУ и ИК-лазеры. Появились новые модели оружия, а с ними и система износа, и ремонт. Игроки, потерпевшие фиаско в рейде, имея на счету менее штуки баксов, смогут получить пакет резервной помощи раз в 24 часа. Схроны добавили кейсы, как в Таркове. Появились ценные предметы, которые можно продавать за большие шекели. Кроме того, разрабы переработали старые квесты и завезли новые, раскидали больше зон высадки на карте, а также ввели систему Агрессор, которая помечает зловредных пользователей, ведущих огонь по своим и убивающим членов своих фракций. Короче, добавили кучу всего, но спасет ли это игру? Отзывы у нее все еще смешанные, а ежесуточный онлайн после выхода обновы и скидки в 20% вырос лишь до 9000. Ролевой экшен о похождениях бравого котяры Cat Quest 3 получило обновление под милым тайтлом New Content. Оно обогатило игру 5 побочными квестами, 4 подземельями, 3 босс-файтами и свежим снаряжением. Игра доступна на всех актуальных платформах. Для Palworld готовится новое дополнение, которое добавит в игру некий таинственный остров. Разработчики называют его самым суровым и большим из всего, что было в игре. Но спокойно прогуляться по новым землям, порабощая новых покемонов, вам не удастся. Остров охраняется башнями с мощными боссами и особенно агрессивными палами. А еще в следующем году авторы проведут коллабу с Террарией, однако все подробности держатся в строгом секрете. Palworld все еще находится в раннем доступе на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и в Game Pass. И заквадратим выпуск косарями. Майк ZXD раскатал огромный пост во славу дворфов. История, культура, чем они в конце концов отличаются от гномов, вот это все тут есть, читайте. А любителям истории и старых ассасинов советую обратить внимание на блог Пони Космолет, которая поведала о том, как Assassin's Creed Unity рассказывает об истории Франции. Поздравляю с победой! Ну и все на этом. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. Хорошечного вам завершения рабочей недели и отличных выходных!